Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Я всегда подозревала, что мир держится не на любви, не на справедливости и даже не на законах. Мир держится на женщинах, которые вовремя замечают, что в доме закончилась соль, что у младшего сына порвался рукав, а у старшего внезапно закончились чистые рубашки. Если бы мир держался на мужчинах, он бы рухнул в тот миг, когда первый человек спросил бы: «А где мои носки?». В тот вечер я была особенно близка к философии. Моего мужа звали Арсен. Он был не злой. Это хуже. Злому человеку хотя бы можно высказать все, что думаешь. А добрый смотрит на тебя виноватыми глазами, переступает через свои же сапоги и говорит: «Я просто не заметил». И ты сразу выглядишь чудовищем, если не принимаешь это прекрасное объяснение как весомый вклад в устройство мироздания. Моего старшего сына звали Дан. Ему было 22. И он был уверен, что рубаха после стирки появляется в шкафу сама. Младшего звали Лев, ему было 19. И он полагал, что грязная чашка, если отставить ее подальше от края стола, уже наполовину вымыта. В тот вечер я вернулась с рынка, принесла сумки, разложила продукты, поставила тесто, приготовила суп, отогнала кота от свежей рыбы, перевязала Арсену палец, потому что он порезался, пытаясь сам нарезать хлеб, выслушала рассказ Дана о том, что у него важные планы на жизнь, и поэтому он пока не успел починить калитку, и услышала от Льва, что ему срочно нужна чистая куртка, потому что завтра он идет к друзьям. Я молчала. Я даже улыбалась. А потом я вошла в спальню, чтобы хоть на минуту побыть одна, и увидела в углу старое зеркало в резной раме. Оно висело кривовато, но отражало меня честно и безжалостно. И в тот миг казалось мне единственным существом в доме, который хотя бы не просит ужин. Я подошла, уперлась ладонями в столик под зеркалом и сказала: «Хочу матриархат». Сказала и сама засмеялась, тихо, без радости. Хочу, чтобы хоть где-то женщины правили, чтобы хоть раз мужчины сами искали свои носки, сами подметали крошки и не задавали вопрос, что у нас на ужин. Хочу мир, где никто не считает меня прачкой, кухаркой и доброй волшебницей сразу. Хочу справедливость, хочу покой, хочу, чтобы меня хотя бы один день никто не дергал. В зеркале мое лицо казалось уставшим и каким-то слишком честным. Именно такое лицо бывает у человека, который еще полчаса назад был способен терпеть, а теперь вот уже нет. И тогда зеркало ответило: «Жалоба принята». Я застыла. Мое отражение моргнуло раньше меня. Форма обращения нервная, но суть ясна. Исполнение будет произведено в грубой форме. Святые небеса! «Это не они», — ответило зеркало. «Они бы тянули дольше». «Это шутка?» «Нет», — сказала зеркало. «Но при желании ты можешь так это называть». «Почему именно сейчас?» «Потому что сейчас ты сказала это по-настоящему», — ответило зеркало. «Раньше ты просто ворчала». «Я и сейчас ворчу». «Нет, сейчас в тебе созрел запрос». «Послушай, кем бы ты ни была, давай без запросов. Я устала». «Ложись спать». «И что будет?» «Увидишь». Я не помню, как легла, не помню, сказала ли что-то мужу, когда он вошел и осторожно спросил, не болит ли у меня голова. Наверное, сказала, потому что он ушел на цыпочках. Помню только, что заснула быстро, как проваливаются в яму. И во сне мне чудился тихий сухой голос: «Матриархат, так матриархат». Когда я открыла глаза, надо мной был чужой потолок. Комната была небольшая. Узкая кровать, лавка у стены, печь, сундук, стол, кувшин с водой. Ни одной знакомой вещи. Я открыла рот, чтобы позвать Арсена,
и услышала над самым ухом недовольное: «Если заорешь, я сразу запишу тебя в разряд бесполезных». Я подпрыгнула так, что едва не свалилась с кровати. «Кто здесь?» «Разум в доме», — ответил голос. «Временно один на всех». Из-под скамьи выбралось существо размером с крупного кота. Оно было лохматое, с цепкими руками и глазами старого щитовода. «Ты кто?» — выдохнула я. Существо прищурилось. «Вот это меня всегда поражает. Человек неизвестно откуда сваливается ко мне в дом и первым делом требует представиться. Никакого чувства меры. Я Тюк, домовой. Не трогай кочергу, не переставляй банки и не смотри на меня, как на чудо. Я не для украшения». Я перевела взгляд в угол комнаты и почувствовала, как во мне одновременно поднимаются ужас, злость и чувство, что меня очень качественно обманули. В углу висело зеркало. То самое. «Доброе утро», — сказала зеркало. «Как самочувствие после переезда?» «Я умерла?» — спросила я. «К сожалению, нет», — ответило зеркало. «И где я?» «Там, где ты просила. В городе Лорет. Прекрасное место. Женщины правят, мужчины работают. Все, как ты хотела. Почти». «Почти?» «Ну, всегда есть нюанс», — сказала зеркало. Тюк фыркнул. «Нюанс там такой, что если она дура, ее быстро сожрут». «Спасибо», — сказала я. «Пожалуйста», — ответил домовой. «Я люблю ясность». Я встала, покачнулась, схватилась за край кровати и попыталась собраться с мыслями. Мысли отказывались собираться, они разбегались, как мыши по амбару. «Верни меня домой», — сказала я зеркалу. «Нет». «Почему?» «Потому что исполнение желания не предусматривает обратного хода в течение срока ознакомления». «Какого еще срока?» «Пока ты не поймешь, о чем просила». «Я и так понимаю». «Нет», — сказала зеркало. «Ты понимаешь это как уставшая женщина, а должна понять как человек». «Сейчас я как возьму стул и очень по-человечески тебя разобью». «Попробуй», — ответило зеркало. «Во-первых, я крепче, чем выгляжу, а во-вторых, это не поможет. А в-третьих, мне любопытно посмотреть, как ты потом будешь объяснять Тюку, почему в его доме разбросаны осколки». «Я уже заранее недоволен», — буркнул Тюк. Я закрыла глаза. Иногда, если закрыть глаза, мир дает тебе шанс проснуться обратно. Но не в этот раз. Пахло чужим домом. За окном кричала незнакомая птица. «Хорошо», — сказала я, открывая глаза. «Допустим, я не схожу с ума. Допустим, это другой мир. Допустим, ты настоящее говорящее зеркало, а он настоящий домовой. Тогда объясните мне, что дальше?» Тюк сел на корточки и деловито сложил лапки на животе. «Дальше ты умоешься и постараешься не опозорить нас на весь квартал». «Нас?» — переспросила я. «Дом», — сказал Тюк. «Зеркало, к сожалению, тоже, раз уж вы знакомы». «Знакомы», — сухо подтвердило зеркало. Я повернулась к нему. «Как тебя зовут?» «Глянец». «Серьезно?» «Да, родители были склонны к прямоте». «У зеркал бывают родители?» «У всех бывают ошибки прошлого», — ответил Глянец. Тюк хрюкнул от смеха. Я невольно тоже усмехнулась, но потом вспомнила, что меня выдернули из моего мира, и перестала. «Чей это дом?» — спросила я. «Пока что ничей, твой», — сказал Тюк. «Старая хозяйка умерла зимой, дом стоял пустой. Городской смотритель велел за ним присматривать до решения совета хозяек. А тут ты явилась». «Совет хозяек?» «Высшая радость Лоретта», — сказал Глянец. «Женщины, которые управляют городом, казной, мастерскими и большей частью чужих нервов». «А они помогут мне вернуться?» «Если захотят». «А захотят?»
Судя по тому, что я знаю о людях, нет, ответило зеркало. Но это не значит, что ты не можешь попытаться им понравиться. Понравиться? Я не пирог. Тем хуже, сказал Тюк. Я умылась ледяной водой, которая мгновенно смыла остатки сна и мирного настроения. Тюк тем временем продолжал комментировать мою жизнь. Полотенце слева. Нет, с другой стороны. Если не умеешь различать стороны, просто моргай, может, проснешься. Тюк, сказала я, ты всегда такой милый или только по праздникам? Я еще сдерживаюсь. Я подошла к окну. За ним была узкая улица, мощенная камнем, невысокие дома с балкончиками, вывески, женщины в длинных юбках и мужчины с корзинами. Две девочки тащили через двор мешок и хохотали. У колодца спорили три женщины. Одна из них, высокая, с косой, заметила меня в окне и крикнула. «Эй, новенькая, если живая, то после полудня иди к тетке Риссе. Она записывает чужаков и бездельников». «А если я не бездельница?» — крикнула я. «Тогда тебя запишут отдельно». Я обернулась к зеркалу. «Прелестное место». «Тебе же нужен был матриархат», — напомнил глянец. «Я думала, он будет добрее». «Ты думала женскими категориями надежды, а власть всегда устроена одинаково». «У меня ощущение, что ты специально хочешь меня довести». «Конечно. Иначе зачем бы я вообще говорил?» Тюк хлопнул ладонью по косяку. «Так, лирика закончилась. Надо есть, потом идти к Риссе, а потом решать, как сделать так, чтобы тебя не прибили за бродяжничество». «А можно я сначала просто посижу и пострадаю?» «Можно», — сказал Тюк, «но страдать лучше с кашей». Через минуту я сидела за чужим столом, ела густую ячневую кашу с маслом и думала, что, возможно, безумие — не худшее состояние. У безумия хотя бы есть оправдание. После каши, которая оказалась на удивление вкусной, я осмотрела дом. 2 комнаты, небольшая кладовка, чистая печь, добротная мебель, сундук с бельем. Банка сушеных яблок, мешочек крупы и впечатление, что прежняя хозяйка была человеком хозяйственным и не любила суеты. Мне сразу стало ее немного жаль. Хорошие дома всегда пахнут людьми, даже когда люди уходят. «Как звали старую хозяйку?» — спросила я. «Тара», — ответил Тюк. «Ты ее любил?» «Я домовой. Я не люблю. Я привыкаю. Очень крепко». К тетке Рисе мы пошли втроем. Ну, то есть я шла, Тюк ехал у меня на плече под накидкой и бубнил мне в ухо, а глянец как будто висел на внутренней стороне моего сознания, как очень недовольная мысль. Оказалось, зеркало не обязано находиться передо мной, чтобы говорить. Это меня не порадовало. «То есть ты можешь болтать у меня в голове когда угодно?» — спросила я. «Да», — ответил глянец, — «полезная функция». «Для кого?» «Для меня». Улица встретила меня запахом выпечки, дыма, кожи и мокрого камня. Лорет оказался городом живым, говорливым. Здесь никто не плыл по жизни тихой тенью. Все что-то несли, считали, спорили, смеялись и ругались. Я ожидала другого. Почему-то мне казалось, что мир женского правления будет плавным, ласковым и разумным. Но этот мир кипел, и кипел весьма деловито. Тетка Риса сидела в длинном низком здании с открытыми окнами. Внутри за столами скрипели перьями, звенели монеты и шелестели бумаги. Я сразу почувствовала себя девочкой, которая случайно зашла туда, где взрослые решают судьбы и налоги. Риса оказалась сухой женщиной лет 60, с маленькими острыми глазками и носом, способным проткнуть ложь на расстоянии. «Имя?» — спросила она. «Вера». «Откуда?» Я замялась. Глянец тут же сказал в голове: «Только не вздумай рассказать правду с первых слов».
Издалека, ответила я. Все издалека, конкретнее. Из очень далекого места. Она молча посмотрела на меня. Род занятий. Я открыла рот и вдруг поняла, что если отвечу честно, то список будет очень длинным. «Веду дом», — сказала я. «Это умеют почти все», — сухо сказала Риса. «Что еще?» «Готовлю, шью, веду счета, умею договариваться с упрямыми мужчинами, могу организовать то, что никто не хочет организовывать». «То есть ты женщина?» «Видимо, да», — пробормотала я. Уголок ее рта дернулся. «Жить где будешь?» «В доме Тары», — сказала я, — «если можно». «Если дом примет, можно». Тюк у меня под накидкой гордо фыркнул. «Дом принял», — сообщила я. Она записала что-то, потом сказала. «Пока что временное проживание. Через 7 дней придешь снова. Если за это время тебя не выгонят соседи и не поймают на воровстве, получишь метку жительницы. Если хочешь работу, ступай на склад ткани к госпоже Мирене. Ей всегда нужны руки». «А если мне нужно попасть в совет хозяек?» «Зачем?» «По важному делу». «У всех важные дела. Совет не принимает всех. Нужна рекомендация от старшей мастерской, главы квартала или городской службы. Следующая». Я отошла, чувствуя, как Надежда делает прыжок и падает в колодец. На улице я прислонилась к стене. «Прекрасно», — сказала я. «Мне нужна рекомендация. А чтобы получить рекомендацию, нужна работа. А чтобы получить работу, нужны нервы. Но нервы у меня уже забрали». «Не все», — ответил глянец. «Часть еще при тебе, по голосу слышно». Тюк поерзал под накидкой. «Пошли к Мирене. Если не понравится, просто умрешь позже». «Ты умеешь поддержать». «Я домовой. Я не поддерживаю, я предупреждаю». Склад ткани госпожи Мирены находился у площади с колодцем и фонтаном, который изображал не русалку, а суровую женщину с веретеном в одной руке и книгой в другом. Мирена стояла в дверях склада, высокая, широкоплечая, с черной косой и лицом человека, который умеет считать не только рулоны ткани, но и чужую лень. «Ты новенькая?» — спросила она. «Да». «Работать умеешь?» «Да». «А врать?» «Стараюсь без этого». «Плохо. Иногда полезно. Ладно, заходи». Внутри было море ткани. Полки до потолка, тюки, рулоны, образцы. За столом сидел молодой парень и писал что-то в толстой книге. Он поднял голову, посмотрел на меня и тут же опустил глаза. Красивый, уставший и явно очень хотел стать невидимкой. «Это мой сын Ней», — сказала Мирена. «Он считает, что цифры любят тишину. Поэтому ты будешь таскать, сортировать и не мешать ему страдать». «Я не страдаю, мать», — сказал Ней. «Значит, я не доглядела», — ответила Мирена. Я чуть не засмеялась. Работа оказалась понятной. Разобрать тюки, сверить метки, сложить по цветам, отнести образцы в лавку, вернуть пустые корзины. Я взялась за дело с тем азартом, который появляется у человека, если ему вместо ужаса выдают обычную физическую работу. Работа успокаивает. К полудню я уже знала, где у Мирены что лежит, какой рулон нельзя ставить на сырой пол, какие торговки платят вовремя, и что Ней пишет красивым ровным почерком, но при этом так тяжело вздыхает над каждой строчкой, словно она личный враг. Мирена наблюдала за мной, как кошка за новой собакой. Под вечер она сказала: «Руки у тебя не ленивые. Голова, кажется, тоже соображает. Приходи завтра». «Спасибо». Я вышла со склада с чувством, что прожила целую неделю. Ноги гудели, плечи ныли, но голова прояснилась. Даже мир вокруг перестал казаться кошмаром. Тюк высунул нос из-под накидки. «Ну что, тебя пока не выгнали. Уже достижение». «Ты хоть иногда можешь похвалить?» «Конечно, но редко, чтоб ценили». Глянец заговорил из моей
памяти. Поздравляю, ты официально начала карьеру в новом мире. Я не собираюсь строить здесь карьеру. Все так говорят в первый день, заметил он. А вечером, сидя у печи в доме Тары, я вдруг подумала о своих. О Барсене, который наверняка ходит по дому как прибитый. О Дане, который, возможно, впервые в жизни понял, что рубаха сама не приходит. О Льве, который с трагическим лицом заглядывает в пустую кухню и впервые подозревает существование труда. Меня кольнуло так остро, что я сжала ложку. «Я хочу домой», — сказала я. Тюк, возившийся с заслонкой, сказал: «Хотеть не вредно. Там моя семья, а здесь твоя новая беда». Глянец молчал несколько мгновений, а потом сказал: «Если бы я возвращал каждого человека в ту минуту, когда он вспоминает привычное несчастье, весь мой род давно вымер бы от скуки». «Ты невозможный». «Я предмет с опытом», — возразил он. Ночью я долго не спала. Слушала, как потрескивает печь, как на чердаке кто-то переступает маленькими ножками. А потом сама не заметила, как уснула. И мне снился дом. Мой дом. Муж стоял посреди кухни, полотенце в руке и выражением лица святого мученика. Дан пытался сварить кашу. И я смеялась во сне, а проснувшись, поняла, что смеюсь и наяву. Тюк выглянул из-за печи. «Сошла с ума?» «Немного», — сказала я. «Отлично. Так даже легче». На третий день в Лоретте я уже могла не сбиться с дороги от дома Тары до склада Мирены и обратно. Это казалось почти победой. На пятый день я перестала оборачиваться на каждого прохожего в надежде увидеть кого-то знакомого. А на шестой поймала себя на том, что спорю с Тюком о правильном способе сушить зелень, и осознала страшное. Я начала привыкать. Это меня напугало. Привычка к любому аду делает человека подозрительно выносливым. Еще немного, и я бы, наверное, смирилась с тем, что живу в городе, где меня называют новенькой, что в голове комментирует жизнь злоязычное зеркало, а дома встречает домовой. Но судьба решила, что спокойствие мне не к лицу. Все началось с Нея. Он был тихий, вежливый и старательный. Я сначала думала, что он просто застенчив, а потом заметила, как он с тоской смотрит на обрезки ткани, особенно на яркие. На седьмой день я спросила: «Ты любишь ткани или ненавидишь?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что человек, который любит свою работу, не смотрит на счетную книгу, как на приговор». Ней помолчал, потом сказал: «Я люблю шить». «Так шей». «Мать считает, что я нужен на складе». «А ты что считаешь?» «Что ей тяжело одной». «Это не ответ». «Что я умею кроить лучше, чем считать». «Ага», — сказала я, — «и ты молчишь». «Она делает для меня все». Многие матери делают для детей все. Это не значит, что дети должны потом всю жизнь стоять там, где матери удобно. В тот же вечер Мирена поймала сына за тем, что он краил из обрезков маленький детский жилет для соседского мальчика. И разразился скандал. «Опять?» — гремела Мирена. «Опять ты тратишь время на свои нитки?» «Это не нитки, мать. Тем хуже. Я сшил это после работы. После работы надо отдыхать и не портить глаза». Повисла тишина. Ней побледнел, Мирена тоже. А я стояла за полками и думала, что сейчас либо уйду очень тихо, либо меня заметят, и я стану свидетелем, а это хуже. Разумеется, меня заметили. «Вера!» — рявкнула Мирена. «Раз уж ты здесь, скажи ему, мужчина должен иметь ремесло с пользой, а не возиться с рюшами». Я вышла с таким лицом, будто всю жизнь мечтала оказаться именно между матерью и сыном в минуту семейного взрыва. Ней смотрел на меня с ужасом. Мирена с ожиданием. Я вздохнула. «Госпожа Мирена, можно честно?
А как еще? Ваш сын уже имеет ремесло. Просто не то, которое вы ему выбрали. А что я, по-твоему, должна делать? Отдать склад кому попало? Нет. Но и держать рядом человека, который тихо вянет над книгами, тоже не слишком разумно. «Вянет?» — переспросила Мирена. «Очень вежливо вянет», — уточнила я. «Редкий талант». Нейл непроизвольно фыркнул. «Он мой единственный сын», — сказала Мирена. «И я не хочу, чтобы он остался ни с чем». «А если он останется без себя, это лучше?» Мирена взяла жилет, который сшил Ней, потрогала швы, вывернула край. «Кривовато у горловины». Ней вспыхнул. «Я спешил». «Это не оправдание», — сказала Мирена. И вдруг добавила. «Хотя соседский мальчик все равно толстошеей не заметит». Ней поднял голову так резко, что чуть не ударился о полку. «Мать, не смотри на меня глазами ягненка. Если хочешь шить, шей, но склад не бросай». Он так улыбнулся, что у меня защемило сердце. Потому что иногда человеку нужен не праздник, не чудо и даже не свобода целиком. Иногда человеку нужно, чтобы самый важный человек в его жизни хотя бы немного подвинулся и перестал стоять у него на пути. Когда мы шли домой, глянец сказал: «Поздравляю, ты улучшила одну судьбу». Я просто сказала очевидное. Очевидное люди не любят сильнее всего. На следующий день Мирена вручила мне корзину с готовыми отрезами и велела отнести их к госпоже Сауле на Печной улице. По дороге я заблудилась. Не потому, что Лорет был особенно запутанным, а потому что одна часть мозга думала о Нее и Мирене, другая о доме, третья о том, как получить рекомендацию к совету, а четвертая слушала, как глянец и тюк спорят о том, что хуже – человеческая глупость или человеческая настойчивость. Я завернула не туда и вышла на небольшую площадь, в центре которой стоял длинный стол, а вокруг него сидели женщины. А перед ними лежали нитки, ножницы и ворохи рубах. Одна из женщин, широколицая и рыжая, посмотрела на меня. «Ты чего стоишь? Иди сюда. Если умеешь держать иглу, пригодишься». И прежде чем я успела возразить, меня усадили на скамью и сунули в руки детскую рубаху с разошедшимся швом. Оказалось, в Лоретте была мастерская помощи приюту, куда женщины квартала приходили чинить одежду детям. Я села и начала шить. Игла пошла легко, руки сами вспомнили ритм. «Хорошо идет», — заметила рыжая. «Жизнь научила», — ответила я. «Всех нас», — сказала она. Ее звали Сауле. Именно к ней я и несла отрезы. Выяснилось это только через четверть часа. «А, Мирена прислала. Ставь там корзину, потом разберем». Она внимательно посмотрела на мою строчку. «Ты где училась?» «Дома». «Умная школа», — сказала она. Так я и зависла на площади до самого вечера. Чинила рубахи, слушала чужие истории и ловила себя на странном чувстве. Мне было легко среди этих женщин. Они не церемонились, не делали из труда подвиг. Просто сидели, работали, спорили, смеялись. Матриархат, как выяснилось, не был царством ласковых королев. Он был миром, где женщинам никто не рассказывал, что они слабый пол. Когда я вернулась, Тюк встретил меня в дверях. «Где тебя носила?» «Шила детям рубахи». Он замолчал. «Что?» «Ничего. Просто Тара тоже ходила туда по средам». «И ты снова не любил, а привязывался?» «Не умничай». Глянец тихо рассмеялся. «Я начинаю понимать, почему вы нашли общий язык». «Мы не нашли», — сказала я. «Нашли», — одновременно ответил Тюк. Мы посмотрели друг на друга и невольно фыркнули. А ночью случилось еще одно. Я увидела глянец не как голос, а как собеседника. Он появился во сне,
но не внутри сна, а как будто стоял в пустой белой комнате напротив меня в своей раме. И лицо в стекле было не моим, мужское, не старое, не молодое, острые скулы, насмешливые глаза. «Ого!» — сказала я. «Так вот, как ты выглядишь, когда не притворяешься мной». «Я не притворяюсь, я отражаю». «Ты слишком доволен собой для предмета, а ты слишком живая для уставшей женщины», — ответил он. «А зачем ты меня сюда отправил на самом деле?» «Потому что ты просила». «Нет, ты мог просто проигнорировать». «Я не игнорирую настоящие желания». «Почему?» «Потому что люди редко произносят их вслух. А когда произносят, с ними интересно работать». «Я тебе не тесто». «Пока нет. Но жизнь уже разминает». «Ты ужасен». «Знаю. И что ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты перестала путать справедливость с перевернутой лестницей. Тебе казалось, что если наверх поставить женщин, все станет правильно. Но власть не лечит людей от глупости и привычки жить за чужой счет». «Я это уже поняла». «Чуть-чуть. Но есть еще слой глубже». «Какой?» «Ты просила мир, в котором тебе будет легче. А нужно было просить себя, которой легче не потому, что изменились все вокруг, а потому, что изменилась мера того, что ты позволяешь». «Если это урок, то он отвратительно подан. Я зеркало, а не нянька». Я проснулась в темноте, сердитая, как осенняя туча. Тюк с сердака сонно спросил: «Ты чего шипишь?» «Мне снился болтун в раме». «А, привыкай, он и во сне невыносим». «Ты тоже». «Спасибо». С рекомендацией для совета дело не двигалось. Мирена не любила спешить с выводами. Риса любила бумаги, а не человеческие драмы. Саулея любила меня все больше, но это не делало ее человеком, способным ходить к городским властям ради каждой новой швеи с тяжелым взглядом. Я работала, осваивалась и злилась. А потом на складе случилась пропажа. Пропал ящик с дорогими лентами, заказанными для весенней ярмарки. Пропажа обнаружилась утром. И Мирена так посмотрела на нас с Неем, что я сразу поняла: если ящик не найдется, будет очень громко. «Кто вчера закрывал заднюю дверь?» — спросила она. «Я», — сказал Ней. «Закрыл. А ящик сам ушел?» «Мать, я не знаю». «Кто еще был вечером?» «Только госпожа Элта из шляпной лавки. И мальчишка Гарон приносил счета». Мирена повернулась ко мне. «Ты?» Я ушла до заката. Ящик тогда был на месте. Она кивнула, но я увидела в ее глазах тень. Не недоверие, просто расчет. Я была новенькая, а новые люди в неприятных историях всегда стоят в первом ряду подозреваемых. Я выпрямилась. «Будем искать», — сказала я. «Разумеется», — сухо ответила Мирена. Мы проверили склад, лавку, кладовку, двор. Ящик не нашелся. Тюк, сидевший на верхней полке и наблюдавший за суматохой, тихо сказал: «Проверь следы на муке». «На какой муке?» «На той, что вчера уронил этот чудесный щитовод в кладовке». Ней поднял голову. «Ты что?» «Думаю, вслух», — ответила я. Я прошла в кладовку, где хранили упаковочную веревку, старые мешки и действительно порванный мешочек с мукой. На полу были едва заметные следы. Не ботинки, скорее мягкие туфли или сапожки. Следы уходили к задней двери. Я присела. Интересно. Ней тоже подошел. Что там? Кто-то нес ящик через кладовку. Откуда ты знаешь? По следам на муке. Следы вели наружу, во двор, а оттуда к узкому проходу между складами. Там они терялись. Но на низком заборе висел клочок темно-синей нитки. Я сняла его и задумалась. «Что?» — спросил Ней. «Ты говорил, что вечером приходила госпожа Элта.
Да, она шьет шляпы и украшения для них. Она носит синий плащ? Да, с меховой отделкой. А мальчишка Гарон? Нет, на нем обычно серая. Вот и славно, сказала я. Через час мы уже стояли в лавке госпожи Элты. Сама лавка была маленькая, душная и так увешана лентами и шляпками, что у меня заребило в глазах. Сама Элта, женщина округлая и бойкая, встретила нас с улыбкой, которая сразу показалась мне слишком слащавой. «Мирена прислала?» «Нет», — сказала я, — «мы сами пришли». «Зачем?» «За лентами». «Какими лентами?» «Теми, которые вчера сами пришли к вам ночью». «Ты с ума сошла?» «Возможно. Но не настолько, чтобы не заметить нитку от вашего плаща на заборе склада». Она открыла рот, потом закрыла. Ней стоял рядом со мной, как оглушенный. «Вы украли ящик». «Не украла», — сказала Элта. «Взяла в долг на 1 день». «Без спроса?» — спросила я. «Мирена бы не дала, а мне нужно было срочно закончить заказ для главы ювелирной мастерской». «Очень удобно», — сказала я. «Только если вас поймают, это называется иначе. Не смей меня учить». «С радостью, но из-за вашей блистательной находчивости подозрения легли на Нея». «Я не хотела». «Люди редко хотят плохого. Они просто делают удобно себе». Элта долго смотрела на нас, потом вдруг тяжело села на стул. «У меня долги. Если бы я не сделала этот заказ, меня бы выгнали из лавки. А Мирена не умеет входить в положение». «Потому что она умеет считать», — заметила я. Элта зажмурилась. «Я верну все сегодня». «Вернете», — сказала я, — «и пойдете к Мирене сами, до того, как туда пойдем мы». «Она меня растерзает». «Нет», — сказала я, — «если бы хотела, уже давно бы это сделала. Она просто заставит вас мучиться словами. Это то же самое, но безопаснее». Когда мы вышли из лавки, Ней остановился посреди улицы. «Как ты это сделала?» Поняла, что если человек попал в беду, он редко идет в темноте воровать мешок картошки. Он идет за тем, что может быстро превратить в деньги. А еще у меня был тюк. «То?» «Внутренний голос», — быстро сказала я. Мирена выслушала Элту молча. Потом сказала: «Вернешь ленты сегодня. За пользование заплатишь работой. 3 недели будешь шить для приюта без платы». Элта уставилась на нее. «И все? А ты хотела, чтобы я била тебя скалкой на площади? Не льсти себе. У меня есть дела поважнее». Элта расплакалась от облегчения, стыда и накопленного ужаса. Я даже отвернулась. Когда Элта ушла, Мирена посмотрела на меня. «Ты соображаешь?» «Иногда». «И язык у тебя опасный?» «Тоже иногда». «Спасибо». «Вера, если через 3 дня ты не сбежишь из нашего квартала, я дам тебе рекомендацию к главе площади, а там, глядишь, и до совета доберешься». «Спасибо». «Не благодари, ты мне еще пригодишься». Рекомендацию Мирена мне действительно дала. Короткую, точную и такую, что у человека с дурными намерениями руки бы отнялись раньше, чем он дошел бы до площади. Вера работает честно, думает быстро, язык за зубами держать умеет не всегда, но польза от нее ощутимая. Я перечитала записку 3 раза. «Это что, похвала?» «Лучшая из возможных», — сказал Ней. Глава площади, госпожа Деста, жила в доме у того самого фонтана. Она была невысокая, круглая, с мягким голосом и глазами опытного дознавателя. Она налила мне чай, велела сесть и спросила: «Так зачем тебе в совет?» «Я оказалась в Лоретте не по своей воле». «Редко кто оказывается в новом месте по доброй воле», — заметила Деста.
Меня привела сюда вещь. Магическая. Какая? Зеркало. Деста молчала несколько секунд. Потом спросила. То самое? Ну, если вы знаете, что это значит, то, возможно, да. Интересно. И где оно сейчас? У меня. И оно говорит? К сожалению, да. Я хочу с ним познакомиться. Я вам сочувствую, сказала я. Деста неожиданно расхохоталась. Так искренне, что я поняла. Она верит. Не до конца, но верит. «Ладно», — сказала она, — «если у тебя действительно зеркало Тары, то совет тебя примет. Не сегодня, а завтра утром. И мой тебе совет. Не пытайся им понравиться. Они чувствуют это, как собаки запах жаркого». «Спасибо. Полезный совет. Я умею быть полезной в малых дозах». На следующее утро я шла в дом совета с ощущением, будто меня ведут на экзамен, где проверять будут не знания, а устройство души. Здание стояло на возвышении над городом и было удивительно простым. Никаких колонн, серый камень, высокие окна. Вид был такой, будто сюда приходят не властвовать, а работать. Меня провели в длинную комнату с большим столом. За ним сидели 5 женщин. Первая, седая и тонкая, с пальцами пианистки, сразу показалась мне самой опасной. Вторая, темнокожая, с коротко стриженными волосами, смотрела спокойно. Третья, совсем молодая по виду, листала бумаги и едва меня замечала. Четвертая зевала, а пятая улыбнулась так ласково, что я сразу ей не поверила. «Вера из дома Тары?» — спросила седая. «Да, я Сиора. Это совет хозяек. Садись». «Нам сказали, что у тебя зеркало Тары», — сказала темнокожая. «Где оно?» «Дома». «Оно с тобой говорит?» «Постоянно». «И что говорит?» «В основном гадости». «Значит, настоящее», — сухо заметила Сиора. «Вы его знаете?» «К несчастью», — сказала ласково улыбающаяся. Сиора сложила руки. Тара была хранительницей одного из старых переходов. После ее смерти зеркало молчало. Мы думали, оно угасло. Я бы так не сказала. «О, мы верим», — ответила молодая. Наши писцы уже второе утро переписывают старые записи. Оно всегда выбирало женщин на пределе терпения. Всегда? Ну, не так часто, чтобы составить очередь, но да, ты не первая. И что стало с другими? Кто-то остался, кто-то вернулся. Кто-то сломался об урок быстрее, чем понял его. «Какой еще урок?» — спросила я. «Зависит от человека», — сказала темнокожая. «Зеркала не перемещают ради забавы. Они усиливают то, что человек сам призвал». «Очень благородно», — процедила я. «Значит, если я устала и сказала лишнего, меня можно выдернуть из жизни?» «Можно», — ответила Сиора. «Но только если в сказанном была правда, которую ты сама уже не могла вынести». «Я хочу домой». «Понимаем», — сказала ласковая. «Тогда верните». Сиора покачала головой. «Не мы тебя перевели, и мы не можем просто щелкнуть пальцами и отправить обратно. Возврат возможен, если зеркало признает завершение перехода». «А если нет?» «Тогда придется ждать следующего раскрытия пути. Иногда месяцы, иногда годы». «Годы?» «Спокойно», — сказала темнокожая. «Мы не говорим, что так будет. Мы говорим, что может». «Это безумие». «Да», — согласилась она, «но у нас нет привычки врать ради утешения». Я отвернулась к окну, пытаясь не расплакаться. Сиора сказала: «Сядь, Вера, мы тебе не враги». «Вернемся к делу. Нам нужно увидеть зеркало». «Оно не любит, когда им командуют». «Мы тоже», — заметила темнокожая. «Вот и познакомитесь», — буркнула я. Так совет оказался в доме Тары. Я никогда не думала, что в моей жизни наступит день, когда 5 влиятельнейших женщин города войдут в дом вместе со мной.
Глянец ждал нас в гостиной. Вернее, висел как вчера, но выглядел так, будто сам созвал собрание. «Теора», — сказал он, — «ты постарела». «А ты нет», — ответила она, — «везение предмета». «Я предпочитаю слово «вечность». «А я предпочитаю, чтобы ты меньше предпочитал». «Зачем ты забрал женщину из другого мира?» — спросила Сиора. Она попросила. «Ты всегда отвечаешь так, как будто это достаточное объяснение, потому что этого обычно хватает умным собеседникам». «Ты нашел не ту аудиторию. Она созрела». «Она устала», — сказала я. «Это разные вещи». «Иногда усталость и есть момент истины». «Хватит загадок», — вмешалась темнокожая. «Что нужно, чтобы вернуть ее?» «Пусть она сама скажет, чего хочет». «Я уже сказала, домой». «Нет, не место, суть». «Я хочу жить так, чтобы меня не жрали заживо по кускам. Хочу не быть удобной по умолчанию. Хочу, чтобы моя жизнь не состояла только из чужих нужд. Хочу, чтобы меня слышали до того, как я сорвусь». Глянец сказал: «Уже ближе». «К чему?» «К тому, чтобы вернуться и не превратиться обратно в ту же женщину через 3 дня». Сиора вдохнула. «Зеркало право», — сказала она. Я невольно рассмеялась. И от смеха вдруг стало легче. Не хорошо, не спокойно, но легче. Как будто в этой невозможной комнате, среди властных женщин, ехидного зеркала, я, наконец, перестала быть жертвой чужого каприза и снова стала собой. Сиора посмотрела на меня. «Мы не можем приказать зеркалу вернуть тебя, но можем помочь ускорить путь». «Как?» «Ты должна закончить то, зачем тебя сюда привело». «А именно?» «Научиться жить в мире, где власть не спасает от привычек. Но и привычки не обязаны править тобой». «Очень понятно», — сказала я. «Мы старались», — невозмутимо ответила зевавшая. Они ушли через час, оставив мне мешок мыслей и официальное разрешение жить в доме Тары. Вечером я сидела на пороге и смотрела на закат. Тюк сел рядом. «Ну?» «Что ну?» «Тебя обрадовали мудростью?» Уже тошнит от нее. «Скажи честно, ты хочешь, чтобы я ушла, когда смогу?» «Да». «Честно?» «И нет. Тоже честно». «У тебя сложный характер». «У меня дом. Все сложное притягивается к дому». После визита совета весть о моем зеркале разошлась по кварталу быстрее дыма от жаровни. Уже на следующий день соседи начали приходить, чтобы посмотреть на него. Глянец реагировал на это предсказуемо. Презирал. «Люди», — говорил он, когда очередная соседка, косясь на раму, спрашивала, правда ли, что он исполняет желание. «Они любят 3 вещи: чужие секреты, легкие решения и уверенность, что именно их желание будет исключением из правил». «Ты мог бы быть менее высокомерным», — сказала я. «Мог бы, но не хочу». Больше всех меня умиляла соседка Брина. Маленькая, сухонькая и неутомимая. «А оно правду говорит?» «Иногда. А красоту показывает?» «Смотря кому», — вмешался Глянец. «Ух ты ж!» — Брина вздрогнула. «Настоящее!» «Подделки утомительны», — сухо сказал Глянец. Брина присела ближе к зеркалу и спросила. «Скажи, а мой зять правда тайком носит деньги своей сестре?» «Твой зять носит деньги не сестре», — ответил Глянец. «Он откладывает на новую телегу, потому что твоя дочь считает телеги скучной покупкой и тратит все лишнее на ленты». Брина охнула, вскочила и убежала. «Вот видишь», — сказала я зеркалу, — «из-за тебя люди будут убивать друг друга кухонной утварью». «Не из-за меня», — возразил Глянец, — «из-за правды и дурного вкуса в финансовых вопросах».
Тюк, лежавший на печи, заметил. Если бы люди умели разговаривать прямо, магические предметы давно бы вымерли от безработицы. Но именно Брина принесла мне новость, которая изменила все. «Ты слышала?» — влетела она на кухню. Госпожа Ларка из верхнего ряда слегла. Вся семья на ушах. Дом стоит вверх дном. А я при чем? У нее 3 сыновей, 2 мужа и ее дочерей, куча работников, и никто не умеет варить ей бульон так, как она любит. Я думала, вдруг ты знаешь. Брина, я даже не знаю, кто такая Ларка. Зато ты умеешь говорить суровым голосом. Им это сейчас нужно. И прежде чем я успела отказаться, Брина уже тянула меня за рукав. Дом госпожи Ларки оказался большим, богатым и совершенно потерявшим голову. В прихожей стояли корзины, у двери плакал мальчик, на кухне одновременно кипели 3 кастрюли. А в центре этого бедствия 3 взрослых мужчин смотрели друг на друга, как будто готовы были сразиться за право не принимать решений. Я остановилась на пороге кухни. «Святые небеса! Это не они!» — отозвался глянец в голове. «Это бытовой крах!» Один из мужчин, высокий и седой, обернулся ко мне. «Вы кто?» «Человек, которого притащили ваши соседи. Что случилось?» «Мать больна», — сказал другой помладше. «Лекарка сказала покой, теплый бульон и никакого шума. Но Налар пересолил бульон. Риф не знает, где полотенце, а мальчишки...» «А мальчишки проверяют прочность стула», — закончила я, когда услышала грохот из соседней комнаты. «Примерно так». Я вздохнула. Передо мной стоял живой памятник всем семьям, где один человек держит в голове весь домашний порядок, а остальные узнают о существовании этого порядка только тогда, когда он внезапно ложится в постель с горячкой. «Так», — сказала я, — «вы 3, идите сюда. Как вас зовут?» «Налар, Риф, Том». «Прекрасно. Налар, ты выливаешь эту смерть в кастрюле и ставишь новый бульон. Я покажу, как. Риф, ты идешь за чистым бельем и спрашиваешь у своей памяти, где его хранит твоя мать. Том, ты выгоняешь из гостиной всех лишних. Дети получают хлеб, молоко и приказ сидеть тихо». «Вы говорите, как наша мать». «Я вам сочувствую», — ответила я. Следующий час я провела как полководец на войне. Выяснилось, что мужчины эти не глупые. Просто до этой минуты им и в голову не приходило, сколько незаметных ниточек держит один человек в доме. Где лежат простыни, в каком горшочке успокаивающий сбор, какой ложкой Ларка пьет отвар. Когда я, наконец, вошла к самой Ларке, она лежала на кровати, белая как полотно, но с таким сердитым выражением лица, что я сразу поняла, помирать она не собирается. Она открыла один глаз и спросила: «Ты кто?» «Помощь с улицы», — ответила я, ставя на тумбу чашку с бульоном. «Докатились», — пробормотала она. «Улица милосерднее семьи». «Семья старается». «Вот это и пугает». Ларка была женщиной лет 70, тяжелой косой и лицом человека, который всю жизнь держал в кулаке дом, лавку, детей, внуков и, кажется, даже погоду. Таких женщин не ломает лихорадка, их просто временно кладет в постель, чтобы они задумались, как плохо люди справляются без их присутствия. «Пейте», — сказала я. «Не хочу». «Надо». «Ты мне не дочь». «Слава небесам, нет». «Тогда почему говоришь со мной таким тоном?» «Потому что я весь день говорю таким тоном с вашими родственниками, и он уже вошел в привычку». «Как тебя зовут?» «Вера». Она отхлебнула бульон, попробовала. «Лук не пережарен». «Я предупредила вашу семью, что иначе вы встанете и побьете их ложкой». «Умная женщина», — сказала Ларка. «Оставайся». С этого все и началось. В следующие 3 дня я бегала между складом Мирены, домом Тары и домом Ларки так, будто меня разорвало на несколько хозяйственных призраков. У Ларки постепенно спадал жар, зато росло раздражение.
потому что выздоравливать в окружении суетящихся родственников было для нее отдельной пыткой. Ее сыновья честно старались, но делали это так, как люди, впервые допущенные к тайнам Вселенной. Ларка после каждого случая смотрела в потолок с выражением глубоко оскорбленной судьбы. Когда через несколько дней она окончательно пришла в себя, она вызвала меня к постели и сказала: «Садись». Я села. «Ты чужая». Как приятно слышать это уже не в первый раз. Не ерничай. Постараюсь. Ты держишься так, будто у тебя за спиной целая армия. Нет, только жизненный опыт и дурной характер. Еще лучше. Армия может уйти, а характер останется. И я почувствовала, что она мне нравится. «Зачем ты помогла моему дому?» – спросила Ларка. «Потому что ваши сыновья выглядели так, словно если я не вмешаюсь, они сварят вас в лекарственном отваре по ошибке». «Это правда», – спокойно призналась она. «Но все же». Я пожала плечами. Потому что я знаю, как выглядит дом, где все держится на одном человеке. И что бывает, когда этот человек вдруг падает. «А ты упала?» «Не совсем». «Лжешь неуверенно». «Тогда вы и сами знаете ответ». Она кивнула, будто убедилась в чем-то своем. «Я дам за тебя слово перед советом, если понадобится». «Почему?» «Потому что хорошие хозяйки должны иногда вытаскивать друг друга из глупости. И потому что ты не стала изображать из себя святую». Когда я вышла из ее комнаты, мне хотелось одновременно смеяться и плакать. В этом городе меня все видели насквозь, и это раздражало, но, если честно, еще и облегчало. От меня здесь никто не ждал мягкости ради приличия, только пользы и честности. Дома меня ждал Тюк. «Полы скучают». «Не преувеличивай». «Ты ничего не понимаешь в привязанности предметов». «Слава богам». «Тебя хвалили?» — спросил глянец. «Да». «Неприятно, правда?» «Очень». «Привыкай. Польза развращает общественное мнение». Я сняла обувь, села у печки и вдруг почувствовала себя странно пустой, как миска после большого обеда. Так бывает, когда слишком долго держишься, а потом на минуту перестаешь. Тюк это заметил первым. «Ты чего осела?» «Ничего». «Ничего у людей бывает либо перед ссорой, либо перед слезами». «Значит, у меня богатый выбор». Он спрыгнул с лавки, подошел ближе и уставился мне в лицо. «Скучаешь? По своим?» Я кивнула. «Это пройдет». «Я не хочу, чтобы проходило». «Получится, что я от них отвыкла». «Нет, это значит, что ты научилась жить и с этой болью тоже». Иногда самые правильные вещи говорят именно те, кто всем видом показывает, что не создан для душевных бесед. На следующее утро в дом Тары явился неожиданный гость. Мужчина лет 30, в зеленом кафтане с выражением лица человека, привыкшего приносить плохие новости в вежливой форме. «Госпожа Вера?» «Да». «Я писец совета, меня зовут Ерон. Госпожа Сиора просит вас явиться к ней сегодня до полудня». «Зачем?» «Если бы мне сообщали причины, я был бы счастливее», — сказал он, — «но нет». «Прекрасно. Передайте, что я приду». Ерон поклонился и ушел. Я пришла к Сиоре в таком состоянии, будто шла не навстречу, а на проверку собственной души. На этот раз она меня приняла одна, без остальных. Это мне понравилось еще меньше. «Садись», — сказала она. Я села. «Ты уже обросла слухами», — заметила Сиора. «Склад, шляпница, дом Ларки». «Я не нарочно». «Самое опасное в полезных людях именно это. Они редко действуют нарочно, просто не могут пройти мимо чужого бардака». «И что теперь?» Сиора положила передо мной тонкую тетрадь. «Это записи Тары. То, что касается зеркала». «Вы решили поделиться тайной?» «Нет.
и я решила проверить, насколько ты упряма». «И как?» «Пока впечатляет». Я открыла тетрадь. Почерк был ровный, резкий, без завитушек. Там были записи о доме, о соседях, о редких разговорах с советом. А потом я наткнулась на страницу, где стояло: «Зеркало выбирает не тех, кто хочет власти. Оно выбирает тех, кто устал нести ее без имени». «Что это значит?» «То и значит», — сказала Сиора. «Многие женщины думают, что хотят править. На самом деле они просто хотят, чтобы груз, который они уже несут, был признан, разделен и назван вслух». Я перевернула страницу. Дальше было написано: «Если женщина просит другой мир, чаще всего ей нужен не мир, ей нужен предел». «Тара тоже была из другого места?» — спросила я. Сиора покачала головой. «Нет, но она однажды тоже захотела перевернуть порядок вокруг себя и поняла, что проще перевернуть себя, только это больнее». «Сегодня вечером будет закрытое собрание глав домов и мастерских. Ларка просила, чтобы тебя допустили». «Меня? Зачем?» «Потому что, по ее словам, ты умеешь говорить мужчинам неприятную правду. Такое редко пропадает зря». «Это звучит не как честь, а как подстава». «Иногда между ними нет разницы», — заметила Сиора. Собрание проходило в длинном зале над городской баней. Почему именно там, я не знаю. Возможно, потому что в Лоретте любили совмещать деловую строгость с запахом мыла и полным отсутствием романтики. Зал был набит людьми. Женщины во главе стола, мужчины по бокам. Ларка сидела прямо, уже почти оправившись. Мирена кивнула мне, Деста махнула рукой, остальные смотрели с любопытством. Повод для собрания оказался простым. В Лоретте росло число домов и мастерских, где работа держалась на одной женщине, а остальные члены семьи и ученики, как выразилась Ларка, путались под ногами красиво, но бесполезно. Стоило хозяйке слечь или уехать, все начинало трещать. «Это не порядок», — сказала Ларка. «Это зависимость под видом почтения». «Мужчины не виноваты, что их не всегда учат», — возразила женщина из дальнего ряда. «А женщины не виноваты, что не всегда дают учиться», — резко ответила Мирена. Начался спор. Оказалось, проблема была везде. Кто-то жаловался на сыновей, которые не знают, как вести счета, кто-то на дочерей, которые с детства загоняются только в ремесло, и их не учат управлять домом. Кто-то на мужей, которые помогают, если им дать прямой приказ, но сами никогда не заметят беду раньше, чем в ней утонут. Я сидела, слушала, и во мне нарастало странное чувство, словно я дома, словно все миры всегда устроены одинаково. Просто здесь об этом говорят вслух. Потом Ларка неожиданно повернулась ко мне. «Вера, ты чужая. Скажи, как это выглядит со стороны». Я чуть не поперхнулась воздухом. «Со стороны?» – переспросила я. «Со стороны это выглядит так, будто вы очень умные люди, но при этом годами делаете одну и ту же глупость. Вы гордитесь сильными женщинами, и правильно, но потом превращаете эту силу в клетку. Хорошая хозяйка должна помнить все, терпеть все, предусматривать все. Она становится сердцем дома, руками дома, памятью дома, а иногда его совестью. Остальные расслабляются, не всегда со зла, иногда от любви и уверенности, что она справится. И она справляется до тех пор, пока не падает. И тогда все внезапно понимают, что жили не в порядке, а возле чуда, которое почему-то считали бытовой нормой. Если вы хотите, чтобы дома и мастерские не рушились, надо не славить силу одной женщины, а учить всех остальных быть взрослыми рядом с ней. Мужчин, сыновей, дочерей, всех. Чтобы каждый знал не только свое любимое дело, но и то, как держится общее. Где лежит белье, как варить бульон, как заметить усталость раньше, чем человек заговорит с зеркалом.
И еще одно. Не надо путать заботу с молчаливым рабством. Если человек все делает сам, это не значит, что ему легко, приятно или положено по природе. Это иногда значит только одно. Остальные привыкли брать. Тишина стала такой плотной, что ею можно было затыкать окна. После этого в зал взорвался голосами. Кто-то спорил, кто-то оправдывался, кто-то признавался. И впервые за все время в этом городе я увидел не просто порядок и власть, а что-то живое, настоящее. Люди вдруг начали вслух признавать собственную зависимость от женщин, которых привыкли считать несокрушимыми. Когда собрание закончилось, ноги у меня дрожали. Ларка остановила меня у двери. «Ну вот», — сказала она, — «теперь тебя или возненавидят, или начнут благодарить. А может, и то, и другое». «Мой любимый вид успеха», — буркнула я. «Привыкай», — ответила она. Дома меня уже ждали обе язвы моей судьбы. Тюк сидел на столе, глянец сиял. «Ты это сделала», — сказал он. «Что именно?» «Сказала суть не одному человеку, а всему городу». «Если это снова твой урок, предупреждаю. Я на грани того, чтобы использовать тебя не по назначению». «Например?» — вежливо спросил глянец. «Накрыть полотенцем и забыть в кладовке». Тюк одобрительно кивнул. «Жестоко, но мне нравится». Я закрыла лицо ладонями. Я устала. «Да», — сказал глянец, — «но впервые ты устала не от молчания». «Это что, комплимент?» «Не привыкай». В ту ночь я снова увидела сон. На этот раз я стояла на своей кухне. За окном стучал дождь. На столе лежала мужская рубаха, недошитая. Из соседней комнаты доносились голоса. Дан смеялся, Лев спорил. Арсен что-то говорил своим виноватым мягким тоном. Я пошла на эти голоса и увидела их всех за столом. Они ели без меня. Арсен поднял голову. «Вера?» Я хотела подойти, но не могла. Сон держал меня на пороге. Дан встал. «Мама, мы сами сварили суп. И сжечь пришлось только одну кастрюлю», добавил Лев с гордостью. Арсен смотрел на меня так, что у меня защемило сердце. «Возвращайся», — сказал он. Я проснулась с мокрым лицом. Тюк сонно приподнял голову. «Опять?» «Опять. Значит, еще живая». Я долго сидела у окна и думала, что в моей жизни, кажется, назревает развязка. Либо я скоро вернусь, либо останусь здесь и начну кусаться уже на государственном уровне. На утро после собрания я проснулась от совершенно нового для себя звука. В дверь стучали. Не как обычно, а с деловой решимостью человека, который пришел не поболтать, а свалить на тебя общественную пользу. Я еще не успела открыть глаза, а Тюк уже бурчал. «Если это снова соседка с пирогом, я уйду жить в сарай». «Не драматизируй». За дверью оказалась Деста, та самая глава площади с мягким голосом и глазами дознавателя. «Доброе утро». «Вы уверены?» — спросила я. «Не совсем, но уже поздно отступать. Одевайся, ты нам нужна». «Кому это нам?» «Городу», — ответила она. Через полчаса я уже сидела в небольшой комнате над лавкой песцов, а напротив меня расположились Деста, Мирена, Ларка, Сауле и еще несколько женщин. На столе лежали тетради и угольные палочки. «Что это?» — спросила я. «Попытка не жить, как раньше», — сказала Ларка. «Ты вчера высказала неприятную правду», — добавила Мирена. «Теперь нам надо решить, что с ней делать». «Отлично. То есть вы не просто разошлись по домам?» Выяснилось, что после собрания половина квартала ругалась до полуночи, а другая половина молчала и думала. А утром пришли первые последствия. Кто-то велел сыновьям разбирать кладовые, кто-то посадил мужей учиться считать расходы. Начался тихий, но упрямый переполох.
«И вы хотите, чтобы я что?» — спросила я. «Помогла составить список», — сказала Деста. «Какой? Что должен уметь каждый взрослый человек?» Я уставилась на нее. И так началась самая странная неделя в моей жизни. Мы составляли списки. Что должен уметь мужчина, если живет в доме, а не в сказке про добрую мать? Что должна уметь девушка? Что должен уметь ученик, если он будущий мастер? Как заметить, что хозяйка устала до того, как у нее начнет дергаться глаз? На 4-й день к нам пришли мужчины. Сначала 2, потом 5, потом целая группа. Первый выступил пекарь по имени Орн. «Получается, мы теперь плохие, потому что не знаем, где лежат полотенца?» «Нет», — ответила Ларка. «Плохими вас делает не неведение, а привычка жить так, будто чье-то знание обязано быть рядом всегда». «Это все равно звучит неприятно». «Правда, редко пахнет булками», — заметила Сауле. Я сидела в углу и смотрела на все это с восхищением. Но сопротивление было нешуточным. Некоторые мужчины обижались, некоторые женщины тоже. Одна торговка, госпожа Берса, пришла ко мне и заявила: «Из-за тебя мой муж теперь дважды в день спрашивает, не надо ли помочь. Я не могу сосредоточиться. Раньше он просто сидел тихо». «Так это же хорошо», — сказала я. «Нет, он мешает мне быть раздраженной привычным образом». Вечером я рассказала об этом дома. Тюк аж подпрыгнул. «Вот, я всегда говорил, что людям нельзя резко улучшать жизнь. Они начинают скучать по старым страданиям». «Это ты о чем?» «О том, что привычка вкуснее здравого смысла». «Он прав», — сказал Глянец. «Человек держится не только за боль, а за знакомую роль в этой боли». Я поставила чашку на стол чуть сильнее, чем надо. «Вот именно поэтому я вас обоих временами хочу выбросить в колодец. Вы говорите умные вещи таким тоном, будто я обязана быть благодарна». «А ты не благодарна», — сказал Тюк. На 6-й день все пошло наперекосяк. Во-первых, поссорились Мирена и Ней. Мирена решила, что если сын хочет быть портним, пусть теперь сам ведет и записи, и закупки, и примерки, и разговоры с заказчиком. Ней взорвался. «Ты снова делаешь все по-своему. Только раньше ты решала, кем мне быть, а теперь решила, что я должен мгновенно уметь все, лишь бы тебе было спокойно». Мирена побледнела от злости. «Я стараюсь сделать тебя самостоятельным». «Нет», — ответил Ней, — «ты стараешься не бояться за меня. Это не одно и то же». «Иди домой», — сказала мне Мирена. Я ушла. И весь путь до дома в голове у меня стучало одно и то же. Даже когда люди хотят сделать правильно, они часто делают это из старого страха. Просто теперь страх надевает новую рубаху и изображает мудрость. А вечером случилось самое худшее. Я вернулась домой поздно, взвинченная и злая на всех подряд. Вошла в комнату и сказала: «Я тебя ненавижу». Это я сказала Глянцу. Тюк, сидевший у плечи, поднял голову. «О, началось!» Глянец блеснул стеклом. «Нет, ты устала. Ненависть у тебя еще впереди». «Не шути со мной». «Я редко шучу». «Из-за тебя я здесь. Из-за тебя я хожу по чужому городу и латаю чужие жизни, пока моя собственная висит неизвестно где. Из-за тебя я не знаю, как мои дома, мои люди, моя семья. Ты решил, что мне нужен урок, а я тебя об этом не просила». «Неправда». «Я просила не это». «Ты просила мир, где тебя не будут есть по кускам». «Я просила в сердцах». «Именно. Это подлость. Это исполнение желания». Меня трясло. «Да кто ты такой, чтобы решать, что для меня лучше?» «Я тот, кто видел сотни таких, как ты. Женщин, которые тянут, молчат, копят, а потом в один миг просят мир наоборот. Будто сама лестница виновата, что на ней всегда стояли не те люди,
Я устал смотреть на это. А я устала быть твоим примером. Ты не пример. Ты человек. Именно поэтому я и не хочу отпускать тебя прежней. Я схватила стоявшую рядом табуретку. Отлично. Тогда я просто разобью тебя. Вера, резко сказал Тюк. Не лезь. Лезу, потому что потом осколки надо будет убирать мне. Тебе легко говорить, это не твоя жизнь. Тюк вскочил. Не моя? Ты думаешь, мне легко привязываться к людям, которые приходят, уходят, умирают, плачут и уверены, что только у них есть сердце? Ты думаешь, мне не страшно было, когда Тара умерла? Ты думаешь, я рад, что привык к тебе? Вы мне оба надоели. Один строит из себя мудрость в раме, а другая страдает. Так, будто страдание дает ей право не слушать никого. А истина простая. Ты хочешь домой не только потому, что скучаешь. Ты хочешь домой потому, что там тебя ждут старые роли. Там все знакомо. А он не хочет тебя отпускать не потому, что великий воспитатель, а потому, что ему страшно снова смотреть, как очередная женщина исчезает обратно в свою клетку и называет это любовью. И тогда я разревелась. Некрасиво, не тихо, недостойно. А как человек, у которого внутри слишком долго все было стянуто, а теперь порвалось сразу в нескольких местах. Я плакала по дому, по Арсену, по Дану и Льву, по себе, по всем женщинам, которые так долго были незаменимыми, что сами забыли, где заканчивается забота и начинается самоотречение. Тюк молча сунул мне тряпку. Не платок, тряпку. «Спасибо», — всхлипнула я. Глянец молчал дольше обычного. Потом сказал: «Я не хотел сделать тебе больнее ради боли». «Но сделал», — ответила я. «Да, тогда не строй из себя правого». «Не строю». «Зачем ты такой?» Он долго не отвечал, а потом сказал: «Потому что когда-то меня держала женщина, которая хотела идеальный порядок. Первая глава совета. Она просила меня показывать ей слабости людей. Я показывал. Она исправляла, давила, наводила строй. Город стал тише, чище и страшнее. Она думала, что спасает его, а на деле просто делала всех меньше рядом со своей волей. Тогда я впервые понял, что желание власти почти всегда маскируется под заботу. С тех пор я не люблю прямых исполнений. Я люблю последствия». «Очень благородно», — сказала я. «Нет, просто это единственное, что хоть иногда заставляет людей менять не вывеску над жизнью, а саму жизнь». «Хорошо», — сказала я. «Что ты хочешь от меня?» «Хочу, чтобы ты сама решила, как вернешься домой. Не куда, а как. Каким человеком, с какими границами. И что ты сделаешь, если они снова попробуют жить за твой счет?» «А если я скажу, что выгоню их всех во двор?» «Это будет слишком красиво, чтобы быть правдой», — заметил Тюк. «А ты вообще молчи». «Нет». После той ссоры что-то во мне переместилось. Я перестала бегать за всеми подряд. Не в том смысле, что легла на лавку и стала философствовать. Нет. Просто в какой-то момент, когда ко мне пришла очередная соседка с просьбой разобраться с мужем, я вдруг сказала: «Нет». «Почему?» «Потому что это ваш муж, ваш дом. Я не обязана быть посредницей между взрослыми людьми, только потому, что умею говорить внятно». Соседка ушла обиженная. Я закрыла дверь и какое-то время стояла, прислушиваясь к себе. Мир не рухнул, гроза не началась. Даже Тюк промолчал. А потом сказал: «Ну надо же, свершилось». «Что?» «Ты отказала и не умерла от чувства вины». Я показала ему язык. Это было недостойно моего возраста, но приятно. А через несколько дней совет снова прислал за мной. На этот раз я шла к ним уже без ощущения, что меня ведут на казнь. Скорее, как к вредным, но полезным родственницам, от которых не отделаешься. Зато иногда можно унести домой нужную мысль и лишнюю головную боль.
В зале было все 5. Сиора сразу сказала: «Пора завершать». «Что именно?» «Твое пребывание здесь», — ответила темнокожая женщина, которую я, наконец, узнала, звали Ирма. У меня внутри что-то резко дрогнуло. «То есть я могу вернуться?» «Если зеркало согласится», — сказала Ирма. А оно, судя по всему, уже почти согласилось. Иначе ты бы не сидела здесь с таким лицом, а бегала бы по городу, спасая еще чьи-нибудь полотенца. «Очень точное наблюдение», — пробормотала я. «Но есть условия», — сказала она. «Конечно». «Условие простое. Сегодня вечером в Доме Совета будет открытое заседание. Мы хотим, чтобы ты сказала вслух то, к чему пришла. Не о городе, а о себе». «Вы издеваетесь?» «Нет», — сказала Сиора. «Мы хотим, чтобы ты сама услышала свой выбор, чтобы зеркало тоже услышала». «Я могу сказать ему это дома». «Можешь», — согласилась Ирма. «Но ты знаешь, что дело уже не только в нем». Я знала, и это меня бесило. Вечером Дом Совета был полон. Не весь город, конечно, пришел, но достаточно людей, чтобы у меня пересох язык. В самом конце зала у стены стояло зеркало, глянец. Его специально принесли. Словно без него мне было бы мало мучений. Сиора сказала коротко. Вера из дома Тары возвращается в свой мир, а перед этим она хочет кое-что сказать. Я вышла вперед. Посмотрела на людей, потом на зеркало. И вдруг поняла, что если сейчас начну говорить красиво, то совру. Поэтому сказала так, как было. Когда я попала сюда, я думала, что меня наказали. Потом думала, что меня учат. Потом, что надо просто дотерпеть и выпросить дорогу домой. А потом поняла, что все сложнее. Я не хотела матриархат. То есть хотела, но не как строй. Я хотела передышку. Хотела, чтобы меня перестали считать бесконечным запасом сил, терпения и бытового чуда. И если говорить честно, я сама в этом виновата не меньше других. Я слишком долго молчала там, где надо было говорить. Слишком много делала сама, там, где надо было позволить другим ошибаться и учиться. Здесь я увидела, что даже мир, где женщины правят, не спасает от старых ловушек. Можно сидеть выше и все равно тащить на себе весь дом. Власть не спасает от привычки быть незаменимой. А незаменимость очень коварная вещь. Она льстит. Она делает тебя важной и при этом медленно съедает. «Я хочу домой», — сказала я уже тверже. «Но не за тем, чтобы снова стать удобной. Я хочу домой, чтобы, наконец, жить там не как добрый дух хозяйства, а как человек. Я не хочу спасать взрослых мужчин от их же беспомощности. Не хочу путать любовь с обслуживанием. Мне нужен не матриархат. Мне нужна взрослая жизнь рядом со взрослыми людьми. А если они не захотят взрослеть, это будет уже не моя обязанность все выправить». Тут я повернулась к глянцу. Вот чего я хочу. Прямо, без красивых слов. И если ты после всего этого считаешь, что мне рано домой, то ты не про мудрость, а просто очень самодовольная стекляшка. Глянец молчал. Потом зеркало вспыхнуло тихим серебряным светом. «Наконец-то!» — сказал он. У меня подогнулись колени. Сиора встала. «Путь откроется на рассвете в доме Тары. Будь готова». Вот и все. Так просто, так страшно. Когда люди начали расходиться, ко мне подходили по одному. Ларка сказала: «Не превращайся обратно в мебель». «Постараюсь». Мирена обняла меня. «Если сможешь, заставь их учиться раньше, чем свалишься». Ней протянул мне маленький сверток. Внутри оказался аккуратно сшитый кошелек из мягкой ткани. Даже Брина подошла и вздохнула.
Если твое зеркало когда-нибудь освободится, я его заберу. Мне есть кому испортить настроение». «Именно поэтому оно тебе не достанется», — ответила я. Ночью я почти не спала. Сидела у печки, прощалась с домом Тары, так, будто он живой. Тюк сидел рядом и делал вид, что считает трещинки на кирпиче. «Ну что?» — сказала я. «Вот и все». «Не люблю это слово». «Я тоже». «Можешь не уходить». «Могу», — согласилась я, — «но не хочу». «Правильно. Если бы захотела, я бы тебя сам выставил. Только сначала обругал». «Чтобы не расслаблялась?» «Чтобы не рыдала мне на половики». Я улыбнулась. Потом подошла к зеркалу. «Ты останешься здесь?» «Разумеется. Кто-то же должен портить людям простые желания». «И все-таки ты невыносим». «Знаю». Я провела пальцами по раме. «Спасибо». «Не усердствуй, мне неловко». «Вот и хорошо». На рассвете воздух в комнате стал странным, плотным, тихим, как перед грозой. В зеркале вместо моего отражения медленно проступила знакомая спальня. Моя, родная. Комод у стены, серый рассвет за окном. Сердце у меня забилось так, что я едва дышала. Тюк стоял у печи. «Ну иди уже, а то передумаю и привяжу тебя к лавке». Я присела и вдруг обняла его. Он зашипел, обозвал меня безмозглой, сентиментальной, но не вырывался. Потом я встала, посмотрела на зеркало. А если я снова начну говорить с зеркалами? Тогда хотя бы формулируй точнее. Я шагнула вперед. Мир качнулся, стекло стало водой, вода стала светом, и я упала. Эпилог. Я проснулась на полу в своей спальне. На кровати лежало сбитое одеяло, в углу висело зеркало, обычное, молчаливое. Я села, прижала ладонь к груди и не сразу поверила. Потом услышала шум с кухни. Не катастрофический, просто шум. Я встала и пошла туда. Картина, открывшаяся мне, стоила, пожалуй, всех моих страданий. Арсен стоял у стола в переднике. Дан резал хлеб. Лев пытался развести огонь. На столе стояла кастрюля с чем-то съедобным на вид. Не идеальным, но съедобным. Первым меня увидел Лев. Он выронил лучину. «Мама?» Арсен обернулся так резко, что едва не опрокинул миску. «Вера?» Потом Дан, мой высокий, взрослый и все еще местами глупый сын, вдруг подошел ко мне и сжал так, что хрустнули ребра. «Ты где была?» «Далеко», — сказала я, уткнувшись ему в плечо. Арсен подошел следом, Лев тоже. И в какой-то миг я оказалась зажата между тремя своими мужчинами, пахнущими дымом, тревогой и любовью. Вот только на этот раз вместе с нежностью во мне была еще и ясность. Когда мы наконец сели, они начали говорить все сразу. О том, что я исчезла, а они искали меня по округе как безумные, что утром Арсен чуть не посидел, что потом пришлось как-то жить, потому что делать-то было нечего, что Дан сжег 3 каши, что Лев научился стирать, а Арсен понял, где я храню зимнее одеяло. Я слушала, плакала и смеялась, а потом подняла руку, и они замолчали. Все сразу. И только тогда я поняла, что глянец, мерзавец стеклянный, был прав. Главное не в мире, главное в голосе, которым ты, наконец, говоришь из самой глубины. «Так», — сказала я, — «а теперь слушайте меня. Я вас люблю, но жить, как раньше, больше не буду. Я не печь, не служанка и не бесконечный запас терпения. Если кому-то нужна чистая рубаха, он знает, где лежит мыло. Если кому-то нужен ужин, он умеет приготовить хотя бы суп и не умрет от этого. Если в доме что-то заканчивается, это замечаю не только я. Если я устала, я говорю это сразу, а не после того, как у меня в глазах начинает темнеть.
И вы будете не ждать указаний с лицом сирот, а жить вместе со мной. По-настоящему, руками и головой. Ясно? Первым заговорил Арсен. Ясно. Лев кивнул так рьяно, что чуть не пролил на себя чай. Я перевела взгляд с одного на другого. И еще. Если я хотя бы раз услышу вопрос «Где мои носки?» от взрослого здорового мужчины, я устрою такой государственный переворот, что вам не понравится. Арсен прикрыл ладонью рот, словно пряча улыбку. «Что?» — спросила я. «Ты изменилась». Наконец-то кто-то это заметил. Он встал, обошел стол, опустился рядом на корточки и взял меня за руку. «Прости», — сказал он, — «за многое. Я не видел, или видел и думал, что еще успею стать лучше потом». «Потом очень коварное слово», — ответила я. «Знаю». Дан, не поднимая глаз, произнес. «Мы тоже. Прости». И вот тут я расхохоталась. Потому что после всех миров, зеркал, советов и душевных переворотов именно эта фраза стала самым надежным доказательством чуда. И в этот миг мне показалось, что в спальне, в старом зеркале, мелькнул короткий серебряный отблеск, очень довольный. Но только потом я вошла туда, и стекло было обычным, только мое отражение. И оно смотрело на меня уже совсем иначе, не как на женщину, которая всех тащит, не как на усталую тень с просьбой о перевернутом мире, а как на меня. Через неделю Дан сам починил калитку, а Лев научился не сжигать кашу. Арсен стал спрашивать не что у нас на ужин, а что я готовлю. Поначалу осторожно, потом увереннее. Я тоже срывалась несколько раз. Один раз чуть не взяла у него из рук таз с бельем. Просто потому, что привыкла, но остановилась. И он сам постирал. И тогда я вдруг поняла, что взрослость рядом с другими людьми выглядит некрасиво. Она выглядит местами даже глупо. Зато потом, однажды, ты садишься вечером к столу, а ужин уже есть, полы помыты, муж не сирота, и сыновья не декоративные элементы. И тебе не хочется шептать зеркалу о перевороте. Хотя, если честно, иногда хочется. Просто теперь я знаю, что сначала надо поговорить с живыми. А зеркала в это лучше не втягивать. У них отвратительное чувство юмора. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!